Советский Союз при Сталине считался страной освобожденного труда. Но самые крупные индустриальные проекты того времени были стройками ГУЛАГа. Дороги, каналы, огромные заводы и целые города – все это строилось руками заключенных. Один из таких проектов – Трансполярная магистраль. Приказ о строительстве Северной железной дороги отдал сам Сталин. Работы должны были уложиться в рекордно короткий срок. Разведка местности и проектирование делались наспех. Изначально дорогу планировали провести от станции Чум до поселка Мыс-Каменный, где думали построить порт. Но оказалось, что гавань слишком мелководна. Уже начатую стройку пришлось развернуть в другую сторону. По новому плану магистраль проходила через Салехард и тянулась до Игарки. Проект разрабатывали на ходу, забывая о особенностях Приполярья, о тайге, болотах, реках, о вечной мерзлоте. Строительство шло с большими трудностями. Дорогу строили заключенные ГУЛАГа. Многие из них были брошены в лагерь по политическим обвинениям, без вины и без суда. Они работали по 12 часов в день, страдая от мошки, холода, болезней и травм. Их использовали как расходный материал. Смерть заключенного была обыденностью. Дорогу тянули с двух концов, от Салехарда и от Игарки. Строительство требовало все больше денег и сил. Готовые участки дороги выходили из строя. Проблемы нарастали с каждым месяцем. И вдруг Сталин умер? Все остановилось. Летом 1953-го стройка была заброшена. Лагеря обезлюдили, паровозы остались ржаветь на путях. Вывоз материалов и техники сочли невыгодным. Одежду, обувь, посуду специально уничтожили по приказу начальства. Несостоявшаяся трансполярная магистраль превратилась в мертвую дорогу. О ней заговорили только в годы перестройки, когда с темы ГУЛАГа сняли многолетнее табу. Именно тогда на мертвую дорогу отправились первые экспедиции. Затерянные в тайге лагеря, паровозы и рельсы хорошо сохранились. Каждый лагерь стал как город-призрак, хранящий следы странной и страшной истории. История мертвой дороги осталась не только в руинах лагерей, но и в памяти ее строителей, заключенных ГУЛАГа. Многие из них оставили воспоминания. Магистраль, которая никуда не привела, пересекла множество судеб, искаженных и сломанных машиной государственного террора. Кончится навигация на Волге, и главный поток грузов для стройки двинется по остальным путям новой дороги. На строительстве шоссе трудятся сотни горожан и колхозников Поволжья.